Добрый день, друзья! Приветствуем вас на экспертном канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалют и ICO с экспертами индустрии. iTuber – это одно из крупнейших в Рунете сообществ онлайн-инвесторов, которые информируют о новостях, возможностях и рисках крипторынка и обучает работе на нем. Меня зовут Евгений Романенко, и наш спикер сегодня Павел Стуколов, CEO Token Stars. Павел, приветствую и спасибо за то, что принимаете участие в интервью. Евгений, приветствую. Добрый день, зрители. Говорим сегодня о вашем проекте. Расскажите о его сути и почему вы решили его делать. Token Stars – это первая в мире блокчейн-компания, которая токенизирует знаменитостей. Наша задача – это сломать устоявшуюся систему раскрутки звезд и дать возможность широкому сообществу блокчейна и любителей тенниса поучаствовать в поддержке и продвижении будущих звезд спорта, музыки, кино и так далее. Мы сейчас начинаем с тенниса. Наш первый проект называется ACE, это собственные токены. А в дальнейшем мы выходим в вертикали футбола, покера, киберспорта, а также думаем насчет кино, музыки и поддержки других знаменитостей. Звучит круто, то есть вам удалось объединить идею звезды в какой-то деятельности и токенов в криптомире. Прекрасно. Абсолютно. Будем разбираться, как у вас это получилось. Как вы оцениваете емкость рынка и потенциал роста? Что здесь можно сказать? По поводу емкости рынка. Сама по себе индустрия раскрутки знаменитостей – это огромный традиционный рынок. Например, топ-10 спортивных агентов, которые работают на этом рынке, у них заключено контрактов на более чем на 25 миллиардов долларов. И по поводу потенциала можно, например, посмотреть за последние несколько лет. За 15 лет объем призовых на теннисных турнирах он вырос более чем в 4 раза. Поэтому это говорит о огромной растущей индустрии, в которую мы привносим блокчейн, привносим новые механизмы, привносим очень большую аудиторию. И считаем, что сможем еще больше ускорить рост и занять значимую часть рынка. То есть вы уже берете готовую индустрию и просто к ней делаете ее на блокчейне, так? Абсолютно верно. Это уже состоявшаяся и известная индустрия, в которую мы добавляем как раз механизм блокчейна. Для моего понимания, какая у нее бизнес-модель, как здесь она монетизируется? Я просто, видимо, не знаю, как она работает. Сама по себе индустрия в раскрутке звезд, она строится на двух основных услугах, которые агентства предлагают знаменитостям. Во-первых, это финансовая поддержка молодым, начинающим спортсменам. А вторая часть – это маркетинговая раскрутка и помощь в продвижении и реализации своего рекламного потенциала для уже состоявшихся спортсменов. Абсолютно мы работаем по обоим этим направлениям. Мы будем помогать с фондированием новым молодым звездам, наиболее талантливым игрокам, а также мы будем работать с уже состоявшимися профи, которые по каким-то причинам недополучают доходы, чуть подробнее. Агентство зарабатывает на комиссиях с привлеченных контрактов с призовых денег спортсменов и работает как раз на выручке, то есть наши интересы и интересы спортсменов, они направлены в одну сторону, чтобы дать им больше зарабатывать, и мы зарабатываем вместе с ними. Целевая аудитория вашего проекта, что можно о ней сказать? Это огромная армия любителей тенниса. На данный момент их порядка 1 миллиарда по миру. Тех, кто интересуется, тех, кто фанатеет от различных звезд, это больше 1 миллиарда. В других проектах, это футбол, например, следующая наша вертикаль, это более 3 миллиардов людей, которые интересуются футболом и которые смогут поучаствовать в успехе, раскрутке и продвижении будущих звезд футбола или тенниса. То есть это огромная аудитория. Чем обоснован блокчейн в вашем проекте и в чем именно проявляется здесь децентрализация? Блокчейн, это очень просто. На самом деле, давайте я расскажу, как устроено сейчас традиционное агентство. Это, к сожалению, из-за того, что у них очень ограниченный штат, они представлены только на основных рынках. Например, крупнейшее агентство IMG имеет возможность в России держать только одного скаута, который покрывает ограниченное количество игроков. И не имеет возможности предоставить качественные услуги большому количеству теннисных звезд, которые, например, есть у нас в стране. Позволяет сделать блокчейн. Блокчейн позволяет выстроить
очень понятную систему децентрализованного поиска и продвижения будущих звезд, которых мы будем находить в совершенно разных уголках Земли, имеют тех талантливых игроков, которые имеют возможность продвигаться и расти. За счет чего, в чем заключается децентрализация нашего проекта? Первое, мы строим децентрализованную систему скаутинга, когда несколько сотен скаутов, расположенных по всему миру и замотивированных на то, чтобы предлагать на наш проект, нашему проекту и наиболее перспективных игроков, будут искать как раз вот будущих звездочек, которые вырастут в мировых знаменитостей. Также это децентрализованная система промоушена, когда наши агенты рекламные и спонсорские будут искать наиболее привлекательные контракты для наших спортсменов. И за счет блокчейна можно выстроить систему не с 10, 20, 30 агентами, которые сейчас присутствуют в наиболее крупных агентствах, а с несколькими сотнями людей, и выстроить эту систему прозрачно, с очень понятной системой мотивации, когда каждое действие на нашей платформе будет в данном случае вознаграждаться, и когда все токен-холдеры смогут принимать участие в голосовать за определенные операционные решения игроков, с которыми мы сотрудничаем. Но это я чуть-чуть дальше расскажу. Правильно я понял, что вы ни много ни мало позволяете большему количеству скаутов по всему миру искать большее количество звезд, и ни много ни мало обогатите мир новыми звездами в большем количестве за счет блокчейна? Абсолютно правильно, Евгений. Здесь ситуация такова, что крупные агентства, они представлены только в основных географиях и в основных городах. Мы же предоставляем возможность скаутам, которыми могут являться детские тренеры, родители начинающих теннисистов, подать заявку на нашу платформу, чтобы мы оценили этого игрока, поняли его потенциал, и в дальнейшем, если этот игрок представляет действительно огромную перспективу для мира тенниса, для развития, наши токен-холдеры будут голосовать между одним, вторым, третьим игроком за выбор итогового группы игроков, которых мы будем поддерживать. То есть это огромное расширение возможностей по сравнению с нынешним состоянием индустрии. Чем обоснованы токены в вашем проекте и что получают их держатели? Смотрите, во-первых, токены используются для взаимодействия фанатов с теннисистами. Наша отличительная черта заключается в том, что владельцы токенов получают доступ к эксклюзивным предложениям от звезд тенниса, с которыми мы работаем. Во-первых, это могут быть токен-холдеры могут заказать тренировку со звездой, групповую или индивидуальную. Также можно пообщаться со звездами, с которыми мы работаем. Это могут быть различная продукция с автографами, или которая лично принадлежала звездам. У нас есть определенное количество действий, которые мы продумали, которые могут совершать токен-холдеры, каким образом они могут взаимодействовать с теннисными знаменитостями. И момент, который обуславливает использование токенов, это все взаиморасчеты, это выстраивание системы стимулов для скаутов и для промоутеров. Потому что мы мотивируем наших скаутов и промоутеров искать только самых талантливых игроков, только лучшие предложения для рекламные предложения для наших звезд. И чем успешнее тот игрок, которого предложил нам скаут, чем лучше он показал себя во время тестирования, тем больше замотивирован скаут, который получает за каждое действие на платформе ситуация с промоутерами, которые приносят рекламные контракты или рекламные возможности на нашу платформу. И третий очень важный момент, от которого могут выиграть держатели криптовалют, то, что это, в принципе, от самой экономики агентства, от того, как она выстроена, от того, какую бизнес-модель мы реализуем.
Во-первых, это с ростом количества призовых и с ростом рекламных доходов игроков будет увеличиваться комиссия агентства. И здесь очень важный фактор заключается в том, что мы свою комиссию конвертировать в токены. То есть мы полученные доходы направляем на покупку токенов на бирже. Таким образом, все, кто понимает в экономике, в рынке, понимают, что будет создаваться дополнительный спрос на токены, дополнительный объем денег будет в данном случае поступать на биржу. Это как раз третий фактор, от которого могут выиграть потенциально токен-холдер. Расскажите о команде проекта вкратце, кто они, какой у них опыт в сфере той, в которой вы это делаете. Сама идея создания спортивного агентства на блокчейне пришла мне где-то полгода назад. В первую очередь она совмещает, наверное, мой профессиональный опыт в инвестициях и мою спорту, мое спортивное хобби. И за полгода нам удалось собрать очень яркую команду, на мой взгляд, которая имеет богатый опыт в финансовой сфере, в реализации диджитал-проектов, в интернет-маркетинге. Во-первых, это Ирина Шашкина, наш директор по маркетингу, которая ранее работала операционным директором в холдинге Rambler & Co. и была маркетинг-директором Groupon. Во-вторых, это Андрей Тукманов, наш технический директор, который имеет больше 10 лет опыта работы с распределенными сетями и занимался разработкой во многих интернет-проектах. Также мне хотелось бы отметить команду наших бизнес-советников. Это в первую очередь Лена Масалова, известный интернет-предприниматель, которая создавала Groupon в России, которая создала разработчика мобильных игр Pixonic и венчурный фонд Adventure. Она выступила первым инвестором проекта полгода назад, как раз поверила в идею и очень сильно нам помогает с развитием. Во-вторых, это Ксения Чебаненко, бывший вице-президент Mail.ru Group и MyHome по коммуникациям и бизнес-развитию. Есть ли у вас влиятельные адвайзеры в блокчейн-индустрии и упоминают ли они ваш проект? Наш проект широко упоминают, но в первую очередь нам было очень важно сформировать команду адвайзеров каждой спортивной вертикали, в которой мы идем. И здесь я действительно очень горд тем, чего нам удалось достичь за несколько месяцев, потому что, во-первых, Анастасия Мыскина, бывшая вторая ракетка мира и чемпионка Ролан-Гарос, поверила в наш проект и стала нашим советником по теннису. Это Сергей Демехин, тренер Веры Звонаревой. Это Майя Курилова, бывший операционный директор «Октагон». Это топ-3 агентства в мире. Присоединилась к нашей команде экспертов, и это как раз те люди, которые помогут выстроить нам правильные взаимодействия с теннисным рынком, правильные механизмы поиска и выхода на скаутов и формирования механизмов, за счет которых мы будем оценивать наиболее талантливых игроков. Блокчейна у нас абсолютно несложный проект, то есть о нас много пишут в прессе, блокчейн-прессе, в различных финансовых изданиях, но какой-то сложности он не представляет. Есть ли в вашем ICO escrow agent и кто это? Мы сейчас говорим с несколькими компаниями, которые предоставляют такие услуги. Как только мы выберем использовать услуги escrow, мы обязательно сообщим об этом на нашем сайте и нашим подписчикам. Ваши конкуренты в традиционной инфраструктуре продвижения звезд и, может быть, те, кто тоже блокчейн пытаются приспособить сюда же, в чем ваше уникальное торговое предложение на их фоне? Наше уникальное предложение для рынка – это привлечение огромного количества фанатов тенниса, сотен миллионов, 1 миллиарда на самом деле, по последним оценкам, к участию в продвижении и к участию в дальнейшем успехе звезд тенниса.
Этого не может дать ни одно традиционное агентство. И, повторюсь еще раз, мы являемся первой и единственной компанией, которая занимается реализацией такого проекта на блокчейне и привлекает столь широкую аудиторию по токенизации знаменитостей. То есть у вас на самом деле здесь 3 класса участников. Это скауты, это звезды и огромная аудитория, миллиард фанатов тенниса. Вот. Еще надо здесь, безусловно, еще есть 4-я группа, это рекламные партнеры, это промоутеры. У нас есть уже первый контракт с агентством Джами. Это агентство по диджитал рекламе и диджитал раскрутке, но мы будем создавать распределенную сеть промоутеров, которые будут работать в разных географиях и приносить интересные контракты для звезд, для их продвижения. Кратко, основные вехи дорожной карты проекта какие? Кратко, это, во-первых, то, чего нам удалось достичь совсем недавно, это мы подписали первого игрока, то есть мы фактически запустили работу с теннисными звездами. Это Вероника Кудерметова, топ-60 ракетка в мире. Она победительница 19 турниров WTA и ITF. И мы будем оказывать ей рекламную поддержку. Мы очень горды тем, что наша бизнес-модель, о которой мы изначально говорили, с которой мы выходили на рынок, она уже заработала. Среди будущих вех проекта мы сейчас начали этап пресейла, который продлится до 30 августа. И с 31 августа мы запускаем сейл наших токенов, который продлится до 31 октября. С точки зрения бизнеса мы сейчас находимся в контакте с несколькими профессиональными игроками, которым интересно наше предложение. Также мы работаем с маркетинговыми агентствами. С маркетинговыми агентствами по привлечению рекламных контрактов. После сейла мы в 4-м квартале запустим нашу платформу, на которой смогут работать как раз скауты, наши промоутеры, и все токен-холдеры смогут принимать участие в голосовании за тех спортсменов, смогут смотреть на тот пул спортсменов, который мы предлагаем для голосования, и смогут выбирать, с какими спортсменами работать нашему агентству Token Stars. Есть ли у вас уже в проекте то, что называется MVP и его исходный код на GitHub? Что касается MVP, да, безусловно, есть. Мы как раз то, что мы запустили проект и подписали первую звезду, это как раз свидетельствует о том, что наша бизнес-модель работает, и то, что мы достаточно далеко продвинулись, то, что нас поверила теннисная индустрия. Код на GitHub мы выложим чуть позже. Во-первых, код будет аудирован на New Alchemy. Это будет основным критерием прозрачности и корректности данного кода для блокчейн-сообщества. Какие главные проблемы, сложности сейчас есть у вас и как вы их преодолеваете? В принципе, мы видим очень большое поле для деятельности в спорте в целом и в теннисе конкретно. У нас есть намеченный таймлайн тех действий, которые мы должны совершить в ближайшее время. В принципе, сложностей с развитием мы не испытываем, скорее нужно говорить о том, что есть очень много вещей, которые нужно реализовать, но пока мы можем гордиться тем, что идем даже с некоторым опережением графика, потому что изначально мы планировали первые контракты со звездами заключать только к концу этого года. Мы видим спрос на наш проект и заключили уже сейчас. Есть ли у вас договоренности с биржами уже о размещении ваших токенов после ICO? Мы сейчас ведем переговоры как раз с несколькими биржами и планируем, что после нашего сейла, который завершится 31 октября, в течение 4-6 недель мы выведем наши токены ACE на биржу. Пока мы говорим в первую очередь с Кракеном, но конкретные биржи давайте уже объявлять, когда мы достигнем таких договоренностей. Немножко по механике ICO. Какая цена токенов планируется, сколько их будет выпущено, как будет проходить распределение, дополнительные эмиссии, сжигать нераспроданные, выкуп назад, все, что нужно. Скажите, пожалуйста, по этому поводу.
Конечно. Цена токена на сейле установлена в размере за 1 биткоин можно будет купить 10 тысяч токенов. На пресейле мы даем участникам бонус в размере 15%, тем, кто поучаствует в пресейле, но есть определенный минимум покупки на пресейле, это 5 биткоинов. Во время основного сейла таких ограничений не будет, и смогут поучаствовать все, кто захочет принять участие. Также программа Early Birds, которую мы в скором времени опубликуем на сайте. Вот, наверное, там основные параметры, которые хотят слышать. Если есть какие-то вопросы дополнительные, то Как блокчейн-проект, с удовольствием расскажу. как вы понимаете физический и экономический смысл токена? Мы этот вопрос задаем всем предпринимателям, потому что мало кто сейчас понимает, что это такое. Конечно, мы понимаем это как, в первую очередь, как средство, которое обеспечивает все транзакции на нашей платформе, которое позволяет миллионам любителей тенниса принимать участие и взаимодействовать со своими кумирами, принимать участие в их продвижении, в их росте, поддержке и в дальнейшем коммуницировать со своими кумирами. Также это средство, которое как раз позволит замотивировать всех агентов нашей экосистемы Token Stars. Это промоутеры, это детские тренеры, за счет которых сформируется прозрачная система стимулов, система мотивации, почему талантливые игроки будут появляться на нашей платформе. С точки зрения экономики я уже пояснял ранее, давайте еще раз повторюсь, то, что по мере роста бизнеса агентства мы будем получать больше прибыли, больше комиссии при увеличении доходов игроков, с которыми мы работаем. Всю нашу полученную комиссию мы будем конвертировать в токены, выкупая их на рынке. Это что касается экономики. Как вы относитесь к недавнему решению Securities Exchange Commission, нашумевшему, которое пыталось признать токены, непонятно какие, правда, ценными бумагами? Как это повлияло на индустрию в целом и на вас конкретно? На нас конкретно это практически не влияет, потому что мы выпускаем продуктовые токены, и наше сообщество, оно голосует по определенным операционным решениям, которые в первую очередь важны для теннисного комьюнити. И в данном случае решение SEC, оно никоим образом не мешает нашего проекта. На рынке ICO есть два типа проектов. Добросовестные бизнесы, которые стремятся нести ценность миру, и те, которые хотят собрать денег и свалить, по-русски говоря. Дайте несколько рекомендаций нашим инвесторам, как отличить первые добросовестные от вторых, по каким ключевым маркерам? Я думаю, что вообще основным критерием, скажем так, правдивости и чистоплотности проекта является уже налаженный трек-рекорд, то есть то, чего проект смог добиться до ICO. Это спортивный проект, и мы говорим о том, что мы запустили агентство вне зависимости от того, как состоится пресейл, сколько денег мы соберем во время сейла. Кстати, забыл сказать то, что мы вот именно на теннис целевой объем, сколько мы хотим привлечь, составляет 15 миллионов. Следующим критерием, о котором стоит сказать с точки зрения, скажем, даже не то что успешности, а именно прозрачности проекта, это наличие индустриальных экспертов, советников, которые поверили в данный проект. Даже не столько блокчейн-индустрии, а именно тех операционных людей, то есть в некоторых случаях это именно блокчейн-советники, но для некоторых продуктов и компаний, которые строят свой основной бизнес на реальных секторах экономики, здесь очень важна поддержка и участие экспертов в развитии этого проекта, экспертов из реальной индустрии. Я думаю, что эти два критерия, они являются основными. Первое – это
возможность запустить проект без сейла и наличие уже какого-то определенного опыта у команды, у самого проекта в реализации. И второе – это доверие со стороны людей, которые имеют очень глубокий опыт в конкретной индустрии. В нашем случае это продвижение и раскрутка звезд. Спасибо за этот интересный рассказ о вашем проекте. Под финал обратитесь, пожалуйста, к нашей аудитории инвесторов, которые сейчас вас смотрят, и скажите им все, что считаете нужным по поводу вашего ICO. Сделайте призывы. Спасибо. Я хотел бы призвать зрителей канала поучаствовать в успехе звезд. В первую очередь это звезды тенниса, но также следите за запуском наших новых вертикалей в других видах спорта и кино, музыки и искусства. Я бы хотел призвать зрителей канала посмотреть по-новому на те возможности, которые дает блокчейн, не только с точки зрения технологий, а с точки зрения возможности выхода и участия в успехе звезд. И хотел бы предложить им зайти к нам на сайт, почитать подробнее про нашу компанию и принять участие в пресейле, который сейчас идет. Спасибо. Это был Павел Стуколов, CEO компании Token Stars, который хочет сделать революцию в мире продвижения звезд и родить с помощью блокчейна огромное количество новых звезд, подрядив огромную массу фанатов и агентов по всему земному шару. Достойная миссия. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Задавайте вопросы в комментариях. В описании под видео вы найдете ссылки на телеграм-группы с новостями, инсайдами по криптовалютам, а также на обучение работе на крипторынке. И подпишитесь на наш блог в «Голосе», первом русскоязычном социальном медиа на блокчейн, и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Пожелаем успеха Павлу и вам, уважаемые инвесторы. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.